Доброе утро, 14 июня. Мы с ребенком уже сходили в магазин. Я затарился рыбкой, замороженной семгой. Там какая-то акция по 10 евро, короче, килограмм. Вот, ребенок затарился чипсами, энергетиками. И топаем домой. Планируем нашу поездку, если все получится. Я вышел на часик прогуляться по лесу до 10 утра. И иду, смотрю рейсы, в общем, смотрю на Италию пока. По Испании вообще ничего не клеится. Все очень неудобно, все очень дорого. Короче, совсем по кривому. По жилью там как бы цены такие же приблизительно, как в Италии. Море мне там больше нравится, по крайней мере, то, что я в сети вижу, допустим, если сравнивать тот же Lloret de Mar и Савонну, то Lloret, безусловно, мне нравится больше. Вот, хочется в Испанию уже и мне. Но как это все разрулить? Там еще есть нюанс такой, что ребенок не хочет надолго. То есть она вообще там такая хотела, я дня на 3. И мы ж пока вот утром ходили в магазин, я ей объясняю: ребенок, смотри, вот лететь, допустим, ехать, лететь, это считай пару дней, пока ты до моря доберешься. Потому что пока мы тут доедем до аэропорта, пока долетим, там переночуем, потом следующий день там-то. Ну, то есть, как бы объясняешь, что это все не быстро. И, соответственно, настраиваю на то, чтобы подольше. Она: ой, да у меня каникул, там всего ничего, я не хочу вот это так долго и туда-сюда. Ну и пока мы ходили, я ей так чуть-чуть поприговаривал, вроде пока что получается. То есть у меня вообще такая идея, как и я и сам ездил, то есть Милан-Барселону совместить. Просто из Милана в Барсу улететь там меньше 20 на человека стоит. Вот. Не знаю, как бы оценит ли она то, что мне там понравилось. Как бы она не любит вот эту архитектуру всю там, то есть и этот Миланский собор, там что-нибудь еще не особо как бы будет интересно. И просто ее тащить такими кружными путями через Италию, чтобы она не сильно кайфанула от самих этих вещей, а потом только на море в Испании. В общем, непонятно, как это правильно разрулить, организовать. Не знаю. Может быть, взять как раз, добавить озеро Кома, то есть полететь в Италию, съездить на Кома на денек-другой, и потом улететь в Барселону тоже на пару дней, хотя бы в этот Lloret de Mar. Все равно это выйдет не меньше недели все, даже, наверное, больше, насколько она поведется. Короче, сложно. Ну, интересно, конечно, это все планировать, но много времени отнимает. Я сейчас вот отошел на прогулку, и прям такое желание было сидеть за компом, дальше шлепать, все это искать. Но понимаю, что как бы тоже не вариант. Я могу в этих поисках проводить целые дни, а как бы толку. Вот, и тут самое прискорбное, что нейронка не помогает в этом деле. Ну, там GPT или, короче, Grok, вот эти все искусственные интеллекты, потому что, ну, очень сложно искать, и промпт такой не поставишь, и они сильно ошибаются. Ну, то есть банально спросив там, какой самый дешевый рейс из Германии в Италию, он тебе навалит информации, но конкретно какой рейс, допустим, он не скажет. То есть я только что проверял его, знаю, что будет 8 числа вылет из Кёльна, там 8 вечера приблизительно, там за 17 евро, да, на человека. Вот он этот рейс не может найти. Я говорю: почему ты сразу не говоришь, что ты не можешь, а типа пытаешься, что-то ищешь, мне какие-то общие информации даешь и так далее и тому подобное. Он говорит: ну, типа, извини, короче, в следующий раз я ему скажу прямо, что у меня нет доступа к информации о рейсах. Я, говорит, могу только в сети порыть, а вот прямое бронирование — это не то, с чем я могу справиться. Вот такие проблемы у него. Соответственно, когда мне нужно состыковать очень много вещей, допустим, выезд до Кёльна, да, посмотреть, сколько стоит в этот день билеты, как там по часам, успеваю, не успеваю, вылет из Кёльна в Милан, потом переезды вот эти там внутри Милана, и состыковать это с вылетом, допустим, в Испанию. Плюс тут же надо параллельно смотреть, что там по жилью на эти даты. Короче,
непростая задача и для человека, да, нужно параллельно открывать кучу страниц и все это смотреть и думать, считать. А для нейронки тем более. Поэтому как-то так. У меня вторая сессия прогулки за сегодня. Опять вышел на часик по тому же маршруту. Единственное, утром было так хорошо, а сейчас прям жара нереальная. Ну, в лесу сейчас вот зашел тенек, так что нормально. Кстати, там по моим прогнозам геополитическим, в общем, и не знаю даже, что сказать пока что. Очень мало стало информации. Вот к обеду я думал, что это уже прояснится более-менее, но пока что не совсем ясно. То есть, как я вчера говорил, Иран должен что-то ответить. Ну, как бы, а что ему ответить, да? Надо и лицо не потерять, и при этом ничего особо не поразить в Израиле. Ну, получается, что обстреляли они очень крепко, да? Купол попробивали местами. Но если брать по ущербу, то пока непонятно. Погибших, вот последнее, что я видел, 3 человека, сколько-то там пострадавших, около 60, если я правильно помню. Вроде были попадания там по военному министерству или что-то такое израильскому, но оказалось, что нет, там просто в том районе где-то рядом. Ну, много домов покоцано, там все поразбивало. Но судя по количеству погибших и раненых, израильтяне ждали этого, и все были в убежищах, ну, большинство. Поэтому непонятно, как судить сейчас по ущербу, ошибся или нет. Обстрел был численно очень большой. То есть выпустили несколько волн ракет. По-моему, 4 волны как минимум. Да, там сначала начали они вообще со 100 шахедов, которые позбивали еще там, наверное, вне воздушного пространства Израиля. А вот ракеты, ну, нормально пролетали через железный купол. Ну, судя по видео, опять же, видео много, какие-то там из них правдивые, какие-то нет. Там уже и про сбитый F-35 речь шла, и якобы его обломки показывали, которые в итоге нейронка сгенерировала. В общем, надо немного подождать. Ну, ответ визуально как бы вроде впечатляет, а по ущербу, я же говорю, пока выглядит, что совсем ни о чем. Ну, кроме разбитых там домов в каком-то количестве. Ну, если, скажем так, сравнивать ядерную программу, почти готовую одного государства, и верхушку его военную, и разрушенные кварталы в Тель-Авиве в каком-то количестве, то я думаю, понятно и так, что ущерб больше у Ирана. Вот так вот лысая гадалка пока что информирует о событиях в мире политических и военных. Дома пока был между этими двумя прогулками, обедом и всем таким, занимался же поездкой. С женой поговорил, с детем поговорил. Кручу-верчу, обмануть хочу. Не знаю, как напихать туда всего побольше, чтобы и по деньгам было хорошо, и что-то ребенку показать, и чтобы он не офигел от нагрузки. Уже я думал вариант этот с островом Кома. Посмотрел все там более хорошо, пристально, скажем так. Если туда приезжать, где там ночевать, что там смотреть. И понял, что этот вариант нам не подходит, потому как мне бы подошло. То есть мне 1,5 дня там на Кома хватило бы, чтобы это озеро по кругу обойти, так как я люблю топтать землю, и посмотреть, насладиться видами. Ребенок этого пока что совершенно не любит. Он просто от того, что мы приедем туда, там переночуем, потом на следующий день выйдем, посмотрим на вид красивого озера посреди гор. Он удовольствие получит, конечно, но потом целый день там где-то тыняться по этому городу, он, короче, устанет больше. Поэтому я решил не портить ему впечатление. Пока что и себе как бы знакомство не комкать с Комо. Как-нибудь другой раз я туда попаду, может быть и с ней. Ну, в общем, дня на 3 туда было бы по-хорошему поехать. А так это лучше не надо. Тогда возникает вопрос, зачем вообще лететь в Италию, да? То есть там удобная спарка есть, прилететь в Бергамо, переночевать
и в тот же, и на следующий день вечером улететь в Барселону оттуда же. То есть просто провести день в Бергамо, посмотреть этот город. Там он компактный весьма, в общем, ходить много не придется. Красиво все тоже, виды неплохие с высоты. Думал так, оставить просто Бергамо и на следующий день улететь в Испанию. По деньгам значительная экономия, там вообще не о чем говорить. То есть улететь в Испанию будет стоить, по-моему, 22 евро с человека. Единственный нюансик, что там прилетаешь чуть ли не в 12 ночи, конечно. Вот это не очень удобно. Но тем не менее. И потом я начал думать еще вариант вот этот первый, остаться типа в Италии на море. В Савону эту поехать. Ну что-то я ее как погуглю, посмотрю. Ну как-то там что-то это Лигурия с этими пляжами мне по сравнению с испанским Коста-Браво ну вообще никак. Я уже и так и сяк на нее смотрю. Мала говорит, мне все равно, типа, я уже и в Италию готова. Ну, в общем, думал, придумал третий вариант, пока что вот рабочий на сейчас, на этот момент. Это все так же, как есть. Летим в Бергамо 8 числа. 9 уезжаем из Бергамо в обед где-то в Савону поездом. Ну, там через Милан ехать. Полдня с утра Бергамо смотрим, потом в обед уезжаем. Поселяемся вечером в Савоне. 9 ночуем. 10 целый день море. 11 опять полдня море. И из Савоны в Мальпенсу, аэропорт тоже там рядом, как Бергамо, только с другой стороны, короче, не совсем в Милане, но считается миланским. Тоже ходят электрички. Садимся на электричку после обеда и тёпаем в эту Мальпенсу. И оттуда вылет на Барселону. Это будет 11 число вечера. В Барсу прилетаем, по-моему, что-то там без 15:10 или что-то такое. Ну и получается, ночуем там. А с утра выдвигаемся, 12 с утра выдвигаемся то ли Лорет де Мар, то ли какой-то городок поближе. Ну, в общем, будем смотреть там на побережье. Надо еще искать. Ну и 15-го вылет из Барселоны на Кёльн в 9 чем-то утра. Тоже по цене, там билет, не помню, по-моему, что-то в районе 22 евро или что-то. Ну, в общем, короче, я посчитал все эти перелеты, и выходят они 155 евро. Это нам на двоих полететь в Италию, из Италии в Испанию, из Испании в Германию. Это если вот такой маршрут делать. 8-го отсюда улетели, 15-го сюда вернулись. Вот. Тоже там есть недорогие фликс-трейны. Туда ехать по 10 евро, назад ехать по 11 евро. Ну вот как-то так. Неделя, ну и вот такой маршрут. То есть на итальянском море 1,5 дня, а на испанском получается 12, 13, 14, 3,5 дня. И 15, ну да, 3 получается дня. Ну вроде неплохо, и будет как бы возможность сравнить. Если там не повезет с погодой, значит в другом месте должно повезти. Если ни там не повезет с погодой, ну что поделать. Короче, пока что такой вот рабочий вариант. Теперь осталось посмотреть, что там по жилью. Вот. Ну и как запасной тогда вариант такой, что из Бергамо сразу улетать 9-го в Испанию. Ну это прям вообще тогда ни о чем. Зачем лететь в Италию, да, казалось бы. Кроме экономии, ну, не знаю, плюс 2 перелета подряд в один день, вернее в одни сутки, да, 8-го на ночь прилетели, 9-го, с 9 на 10 улетели. Тоже ребенку первый раз летать, наверное, может будет и напряжно. Там хотя лететь часа полтора тоже. Ну, короче, как-то так пока. Я иду сейчас мимо озера. Народ тусуется вовсю. Пляж забит. Ну да, в такую жару по кайфу сейчас поваляться. Кстати, прикольно у нас тут озеро и недорогое, по-моему, вот в выходные 5 евро вход стоит. Я не знаю, почему вот эти аттракционы водные, или как это правильно называется, но
Сам пляж 5 евро. Но я потерплю до Испании или Италии. Да, короче, голова кипит от этих поисков. Не знаю. Вроде как бы все получается, но что-то мне в этом не нравится. Самое плохое, что время давит. Тут каждый сейчас час проволочки с заказом влечет за собой изменение цены в большую сторону или вообще то, что будут пропадать какие-то варианты, хоть жилья, хоть поездок. Поэтому и тупить нельзя долго, и быстро решать не хочется, потому как есть нюансов много, которые сейчас, если не учтешь, потом вся поездка будет выглядеть не такой выгодной или хорошей, как хотелось бы. Ну вот на сегодняшний день ситуация такая. 8 числа вылет, как я говорил ранее, из Кёльна в Бергамо. Ночевка там. Ночевка дорогая выходит, там либо 60, либо 80 евро. В первой половине дня осмотр Бергамо и 9, получается, в первой половине дня 9 осмотр Бергамо и отъезд через Милан в Савону. Получается, с 9 на 10 уже ночуем в Савоне. На 10 целый день там, ночуем на 11 число, и в первой половине дня еще можем сходить на пляж, и где-то там в час, я думаю, надо уже выехать из Савоны 11 числа. Соответственно, опять же через Милан в аэропорт Мальпенса. Это в 45 километрах с другой стороны только от Милана, нежели Бергамо. Ну и получается, там в 9 вечера вылет в Барселону и в 10 чем-то в Барселоне. 11 июля, 10 с чем-то вечера мы должны либо из Барсы сразу ехать в Лорет де Мар или что-то подобное. Там я еще не смотрел, не знаю, точно не определился с городом. Либо же ночевать в Барсе и ехать на следующий день. Ночевать в Барсе не очень хочется, потому как дорого. И смысла особого нет. Как бы лучше на море раньше попасть. Я думаю, с утра малая там не сильно что посмотрит этой Барселоны. Лучше, может, отдельно денек выделить, съездить потом. Вот. Ну и, соответственно, там на Коста-Браво, там побережье, остаемся до 16 числа. Не до 15, как я говорил, а до 16. Потому что есть на 16 число прямые самолеты на Ганновер по 50 с копейками. В целом это нам выйдет немножко дороже, на 20-30 евро, чем если бы мы через Кёльн возвращались и ехали потом фликстрейном. Но намного проще, после отдыха все равно будем уставшие, и как бы зачем лишние там 3 или 4 часа тарахтеть в этом поезде. Пускай немножко переплатим, но полетим напрямую. Я также делал, собственно, когда сам летал в Милан и в Барсу и возвращался этой же самой авиакомпанией. Был тоже у меня там рейс на Ганновер, только я платил чуть дороже, по-моему, по 60. Но они очень быстро дорожают. Там сейчас я вот это могу сейчас разговаривать, а этого рейса уже нету, или он подорожал. Поэтому, я же говорю, тут время очень поджимает. Ну, вот так вот это все выглядит. В общем, сложно, но по-другому совсем там все печально. То есть, я так посмотрел, сейчас даже смотрю, боюсь прогадать, и смотрю опять еще раз там, поглядываю на то, как бы напрямую в Испанию обойтись без Италии, и то и все, и все равно ничего не выходит. И если даже и по цене там я уже готов платить за перелет, там пускай 70, там 80 евро, но все равно неудобные вылеты. То есть добраться до аэропорта и вылететь вообще никак неудобно. То есть вот этот вариант с Италией намного получается менее геморройный. Ну, такие дела. Такие новости на сегодня. В общем, пошел я голову дальше ломать. До завтра.